Всем привет! В отличие от Xbox и PlayStation, где кастомные геймпады все сплошь проводные, Nintendo Switch имеет огромный выбор лицензированных беспроводных контроллеров разных производителей. Тут и GameSir, и Flydige, и 8BitDo, и конечно GuliKit. Каждый из которых уже отметился у меня на канале хотя бы одним гаджетом. Но сегодня мы поговорим про геймпад последнего названного вендора, а конкретнее GuliKit Elves Pro, также известный как NS19. Миниатюрный геймпад с яркими расцветками, поддержкой Amiibo и идеально подходящий для детских рук. Ну а теперь подробней, поехали! Начнем с внешнего вида. Геймпад весьма симпатичен и имеет в комплекте переносной чехол. Учитывая портативность свитча, это весьма приятный бонус. Качество сборки на хорошем уровне, и глобально у меня есть лишь одна претензия к геймпаду. Это конструкция кнопок L, ZL, R, ZR, так как они имеют крепление в верхней части геймпада и по понятным причинам удобно прожимаются лишь начиная от середины лепестка. У меня довольно-таки маленькая кисть, но даже мне приходилось адаптироваться под эти размеры. Именно поэтому у меня создалось впечатление, что целевая аудитория данного продукта в первую очередь дети. Остальные кнопки нажимаются приятно, стики же напоминают аналогичные у родных джойконов, благо дрифта за время тестирования не появилось. Но и громких заявлений о его отсутствии, как у того же King Kong 2 Pro, тут тоже нет. Сзади на торце присутствуют две сервисные кнопки. Одна для режима выбора подключения, а герой обзора поддерживает работу как с ПК в режимах X-Input и древнем D-Input, так и с Apple устройствами, используя протокол MFI, Android и, конечно же, Switch. Эта же кнопка при двух последовательных нажатиях выключает геймпад. Учитывая, что он и сам переходит в режим сна через 10 минут использования, это можно и не запоминать. Рядом кнопка сопряжения, удерживая которую Elves Pro переходит в режим Pairing для подключения к устройству. К Nintendo он подключается через привычное меню, изменить способ удерживания контроллера или порядок. Делать это нужно один раз, однако пробуждать консоль из сна геймпад не умеет, к сожалению. Это пускай и небольшой, но минус. Здесь же замечу, что рассматривать геймпад для Android особого смысла нет, так как никаких приложений для маппинга на экранных кнопок для обмана игр, не воспринимающих геймпад, нет. И работать Elvis будет только там, где это было уже предусмотрено разработчиком. Сразу же расскажу и про работу в целом. Настроить полноценный геймпад для работы с эмулятором Wii U у меня так и не вышло. В качестве обычного геймпада к ПК все работает, но естественно без гироскопа. А при подключении в режиме Nintendo Switch Elvis появляется в списке устройств, но не передает никаких команд на ПК. Очень жаль. Но не расстраивайтесь, следующий геймпад, который будет у меня на обзоре, потрясающе работает с CEMU, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Кнопки ZL и ZR цифровые, то есть не подходят для гонок, так как имеют всего лишь два положения – нажато на 100% или не нажато вовсе, без каких-либо промежуточных положений. А для дальнейшего теста и использования всех возможностей необходимо выполнить обновление прошивки, которое потребует от нас буквально минуту драгоценного времени. Последняя версия 1.3 на момент обзора позволяет отключить мертвую зону у стиков, а также выполнять калибровку гироскопа плюс небольшие фиксы. Первым делом скачиваем актуальную версию прошивки с официального сайта и распаковываем архив. Далее подключаем геймпад к компьютеру с помощью USB кабеля, зажимаем кнопку Autopilot Gaming и A, чтобы в проводнике у нас появился новый съемный диск U. Именно туда мы и закидываем распакованную прошивку с расширением .bin. Геймпад автоматически начнет прошивку, отключится от компьютера и выключится по завершению процесса. Для надежности на этом шаге я советую оставить его на пару-тройку минут в покое. Теперь же рассмотрим программные особенности Elvis Pro. Как и другие геймпады компании GuliKit, вся настройка тут выполняется комбинациями клавиш, без лишних приложений и шелухи, что очень удобно и применимо абсолютно везде, а не только при подключении к тому же Switch или ПК. В любой из комбинаций всегда присутствует кнопка шестеренки. Начнем с отключения мертвых зон. Нажимаем на шестеренку и кнопку захвата. Короткая вибрация даст нам понять, что мертвые зоны отключены, а длинные, наоборот, включены. Раскладка кнопок у контроллера от Nintendo, так как это целевая его платформа. Тем не менее, можно программно изменить расположение кнопок A, B, X, Y, приблизив ее к уже де-факто общепринятой на ПК, взятой у Microsoft от Xbox. Для этого зажимаем шестеренку и нажимаем на плюсик. Еще одно нажатие данной комбинации отменит настройку. Регулировка чувствительности стиков. Тут все логично и просто. Нажимаем шестеренку и на нужный стик. Всего имеется 3 шага чувствительности. 30%, 60% и дефолтный 100%. Примечательно, что для каждого стика эта настройка носит индивидуальный характер, и каждый стик можно настроить по-разному. Силу вибромоторчиков тоже можно регулировать. Достаточно нажать на шестеренку и стрелочку вверх или вниз. От себя добавлю, что вибрация здесь довольно приятная, хотя и слабая даже на максимальном уровне.
Для кнопок Y, X, A, B, а также R и ZR можно настроить автоматические нажатия с высокой частотой, причем двух типов. Первый будет спамить кнопку при нажатии или зажатии, второй включает автонажатие при первом клике и отключает соответственно при втором. Все внимание на видеоряд, он точнее сможет донести то, что не всегда легко сказать словами. Настройка эта, опять же, индивидуальна для каждой кнопки, и вы можете вдоволь поиграться с этим. Если на Switch гироскоп и так используется где надо, то на ПК его можно включить для дублирования работы правого стика. Здесь также есть настройки чувствительности 50, 100 и 150%. Как видите, гироскоп здесь довольно нервный, и тест геймпада доказывает мои слова. Вообще слабая работа гироскопа — это фамильная черта GuliKid, к сожалению. Наконец, последняя возможность — запись комбинации клавиш для его повторения. Движение стиков, правда, при этом не регистрируется. Зажимаем кнопку Autopilot, придумываем комбинацию и нажимаем на кнопку еще раз. При следующем нажатии кнопки Autopilot Gaming геймпад начнет постоянно повторять изученную комбинацию с теми же задержками между нажатиями. По идее, можно сохранить созданную конфигурацию. На включенном контроллере для этого надо зажать кнопки Autopilot и шестеренки и далее подключить к ПК. В появившемся съемном диске под названием GuliKid.dat будет лежать файл конфигурации. Но у меня этого сделать так и не получилось. Может быть, из-за кривой Windows 11, кто знает. Из всех описанных возможностей это наименее ценное, так как функций не так и много, чтобы не подобрать оперативно забытую конфигурацию вновь. В конце же отмечу, что все настройки можно сбросить комбинацией клавиш шестеренка и минус. Вот так просто. Ну и напоследок, конечно же, традиционный тест стиков с отключенными мертвыми зонами. Паркуются стики не в идеальном нуле, но в целом допуски обычные. От центра до самой крайней точки отклонения регистрируется 64 положения, то есть битность тут невысокая. Скажем так, даже 128 бит, который является стандартом для многих, не идеальный после контроллеров от Microsoft. Но тут спрос меньше, так как стик имеет короткий ход, а сама Nintendo Switch не имеет таких привередливых игр по точности, так что в целом полет нормальный. Привязки к осям нет, а вот процент ошибок при описывании круга мог бы быть и поменьше, потому что текущие получаемые данные могут много кого отпугнуть. Гироскоп, как я уже говорил ранее, то дарит отличное ощущение, то откровенно тупит. Я не понимаю, что мешает GuliKid исправить ситуацию с этим, так как подобные проблемы, видимо, у них на всех геймпадах, и даже при работе на Switch они, к сожалению, есть. Что же в итоге? Это приятный, достаточно доступный и компактный геймпад, в первую очередь нацеленный на работу с Nintendo. Для ПК и смартфонов его особого резона брать нет, а для детских рук в том же Марио и прочих тайтлах японцев будет незаменим. Поэтому плюсы в данном случае перевешивают немногочисленные минусы, и советовать Elvis Pro к покупке можно. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь и ставьте лайк, ведь впереди нас ждет много интересного.